Глава счетной палаты Алексей Кудрин фактически предложил сдаться Западу ради отмены санкций. Именно так выглядит заявление, сделанное им на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей. После украинского Майдана в Рунете появилась тонкая шутка о том, что когда-то самой удачной бизнес-операцией считалась покупка у индейцев острова Манхэттен за бусы. Но Виктория Нуланд с пакетом печенья смогла превзойти этот успех. Похоже, Кудрин пытается отобрать лавры Нуланд, сдав нашу страну даже не за материальные ценности, пусть и в виде печенья, а лишь за обещания. Процитирую заявление либерала. Мы должны четко осознать, если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию. Посмотрите, как лихо завернул. Мол, кто против отмены санкций, тот против достижения целей, поставленных Путиным. Красавец. Вот еще. Поэтому сегодня внешняя политика России должна быть подчинена уменьшению напряженности наших отношений с другими странами и, как минимум, сохранению или снижению санкционного режима, а не наращиванию. Сегодня я бы эффективность нашей внешней политики мерил по этому показателю. Ничего не напоминает? Кац предлагает. Кац предлагает сдаться. Я-то думал, что внешняя политика России должна быть подчинена защите государственных интересов вне зависимости от того, каковы отношения с этими другими странами. А оно вон оно как. По мнению Кудрина, главное, чтобы санкционный режим не ухудшался. По его словам, у России нет таких глобальных проблем и рисков военно-политического значения, которые требовали бы наращивания напряженности с другими странами. Эта составляющая является сегодня, наверное, ключевой для выполнения этих целей, которые поставил президент, заключил он. То есть нашпигованная американскими войсками Восточная Европа и Скандинавия в число рисков военно-политического значения по Кудрину не входит. Ну, ясно, понятно. Интересно, что сказал бы глава счетной палаты, если бы в соседней квартире поселился вооруженный до зубов человек, который постоянно целился бы в сторону жилья Кудрина из различных убийственных механизмов, но при этом бы утверждал, что просто тренируется и ничего дурного не замышляет. Счел бы либерал такое соседство не входящим в число рисков, которые требовали бы наращивания напряженности с соседом в виде обращения в полицию, а то и найма вооруженной охраны? Как думаете? Что характерно, подобные заявления звучат из уст чиновника, который вообще-то к реализации внешней политики не имеет вообще никакого отношения. А люди, которые имеют это отношение, высказываются совсем по-другому. Россия рассматривает Запад как противника и не видит необходимости заботиться о том, как она выглядит в его глазах, заявил в среду заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Мы не считаем, что Запад в его широком понимании является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиции России и перспектив ее нормального развития, сказал Рябков в интервью газете Financial Times. И тогда почему нас должно так сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников, отметил замминистра. Ну и что это сказал кадровый дипломат? Он, поди, хочет навредить выполнению указов Путина. Иначе разве бы говорил такое? Сегодня мы должны сдаться, типа ради технологического и социального развития. И тогда, мол, завтра нам смягчат санкции. Вопросы Кудрина. А что помешает Западу вернуть эти санкции назад уже после того, как он произведет сдачу? Кто гарантирует, что Запад, который регулярно кидает своих союзников, не сделает этого снова? И почему нас должна волновать напряженность с другими странами, которая ими же инициирована? Вот с Китаем, Индией и их соседями по региону, где живет большая часть населения Земли, у нас никакой напряженности нет. Так что, этого мало? Ответов мы, конечно, не получим. Впрочем, они нам и не нужны, потому что ответы на них мы знаем и без Кудрина. Меня вот больше другой вопрос волнует. От чего имени Кудрин делает такие заявления? Я не поверю, что только от своего. Он ведь внутри российской власти не один такой, кто хочет капитулировать, чтобы тусоваться красиво. Как полагаете, когда уже эти капитулянты будут вышвырнуты из высоких кресел?